Представьте, что вы лидер одной из самых успешных поп-групп в мире. Вас обожают миллионы, вы на вершине славы. Но в один день короткий звонок разрушает все. Ваш отец убил ваших бабушку и дедушку, а затем покончил с собой. И в качестве прощального подарка оставил вам предсмертную записку с издевкой и долг в $4 миллиона. Это не сценарий триллера. Это реальный ад, через который прошел Итык из Super Junior. Для миллионов поклонников по всему миру Пак Чон Су, известный под сценическим псевдонимом Итык, всегда был воплощением успеха и позитива. Как лидер легендарной группы Super Junior, он излучал уверенность, постоянно шутил на шоу и заботился о других участниках. Но никто из фанатов даже не догадывался, какой кошмар творился за закрытыми дверями его дома на протяжении многих лет. Детство Итыка прошло в постоянном страхе. В его семье не было ни тепла, ни уюта. Родители постоянно ссорились, а отец часто срывал злость на сыне, проявляя жестокость. В одном из редких откровенных интервью Итык признался, что с самых ранних лет испытывал сильный стресс и панический страх перед собственным отцом. Дом, который должен был быть безопасной гаванью, стал для мальчика местом, откуда хотелось сбежать любой ценой. И этим спасением стала музыка. Мечта о сцене давала ему силы терпеть домашний ад. В 13 лет он попал в крупнейшее развлекательное агентство Южной Кореи. Начались долгие, изнурительные годы стажировки. Бесконечные вокальные и танцевальные тренировки на износ были для него не просто путем к славе, а единственным реальным шансом вырваться из токсичной обстановки и доказать отцу свою значимость. Когда Super Junior наконец дебютировали и стремительно взлетели на вершину музыкального Олимпа, казалось, что все страдания остались позади. Итык стал настоящей суперзвездой, чье имя скандировали стадионы. Но этот невероятный успех был лишь красивой иллюзией. На камеру он отрабатывал образ счастливого и беззаботного лидера, а вне сцены продолжал нести на себе тяжелый груз семейных проблем родителей. Итык жил в постоянном напряжении, виртуозно скрывая свою боль за идеальной улыбкой айдола, даже не подозревая, что самая страшная глава его жизни только начинается. В 2014 году Итык отправился проходить обязательную военную службу в южнокорейской армии. Казалось, это просто временная пауза в его блестящей карьере. Но именно там раздался звонок, который навсегда разделил его жизнь на до и после. Ему сообщили страшную новость: его отец, бабушка и дедушка найдены мертвыми в своей квартире. Первоначально в прессе появилась сухая информация о том, что они погибли в автокатастрофе. Но вскоре полиция раскрыла чудовищную правду, от которой содрогнулась вся страна. Бабушка и дедушка Итыка долгие годы страдали от тяжелой формы деменции, а позже у дедушки диагностировали еще и рак. Отец Итыка, ухаживавший за ними в одиночку, сам находился в глубокой депрессии и погряз в огромных долгах из-за неудачного бизнеса. Не выдержав тяжести ситуации, он принял ужасающее решение. Он задушил своих больных родителей, а затем покончил с собой. Но на этом кошмар для Итыка не закончился. На месте трагедии полиция обнаружила предсмертную записку отца. В ней не было слов извинений или любви к сыну. Вместо этого отец оставил ему жестокое, полное яда послание со словами: «Ты думаешь, ты добился успеха сам?» Это был холодный и расчетливый удар в самое сердце, который должен был сломать Итыка окончательно. И словно этого психологического уничтожения было мало, отец оставил сыну ужасающее финансовое бремя. По законам Южной Кореи долги могут переходить по наследству. Так, в один день Итык, потерявший сразу 3 членов семьи при самых жутких обстоятельствах, оказался должен кредиторам колоссальную сумму 5 миллиардов вон, что составляет около $4,5 миллионов. Его мир был превращен в пепел человеком, которого он должен был называть отцом. Итык находился в армии, когда на него обрушилась эта чудовищная реальность. Организация похорон, шепот за спиной, разъедающее чувство вины и астрономический долг в $4 миллиона – все это раздавило его. У артиста началась тяжелейшая клиническая депрессия. Боль от предательства отца и потери близких была настолько невыносимой, что Итык просто перестал видеть выход из этой темноты.
В его голове постоянно крутились мысли о том, чтобы сдаться и свести счеты с жизнью, навсегда закончив этот кошмар. Его психологическое состояние стремительно ухудшалось и стало настолько критическим, что военное руководство забило тревогу. Видя, что солдат находится на грани нервного срыва и полного морального истощения, командование предложило ему беспрецедентный шаг – досрочно комиссоваться из армии по состоянию здоровья. Это был самый легкий и логичный путь – закончить службу раньше срока, спрятаться от жестокого мира и попытаться хоть как-то прийти в себя. Но Итык слишком хорошо знал суровые законы корейского шоу-бизнеса. Он понимал одну страшную вещь – любое досрочное увольнение из армии, даже по такой уважительной и трагической причине, неминуемо вызовет волну ненависти в интернете. Хейтеры и желтая пресса разорвали бы его репутацию в клочья, а вместе с ней на самое дно пошла бы и вся группа Super Junior. И тогда он принял невероятно волевое решение. Стиснув зубы, он отказался от всех поблажек. Итык решил пройти военную службу до самого конца, каждый день борясь со своими демонами, чтобы не дать разрушить то единственное, что у него осталось дело всей его жизни. После демобилизации Итык вернулся из армии в суровую реальность, где его ждали кредиторы и астрономический долг в $4,5 миллиона. Первым делом он продал свой личный автомобиль и абсолютно все ценное имущество. Но вырученных денег не хватало даже на то, чтобы покрыть малую часть процентов. Чтобы избежать банкротства, судов и не подставить свою группу, он перешел в жесточайший режим выживания. Итык начал браться за любую работу. Он соглашался на участие во всех мыслимых телешоу, радиоэфирах, корпоративах и мероприятиях без разбора. Его график стал по-настоящему каторжным. Он спал всего по 2-3 часа в сутки прямо в машине, перемещаясь с одной съемочной площадки на другую. Организм был истощен до предела физически и морально, но остановиться было нельзя. И самым страшным испытанием в этом марафоне был чудовищный контраст между его реальной жизнью и телевизионным образом. На экране Итык обязан был оставаться тем самым веселым и энергичным парнем, которого так любила корейская публика. Ему приходилось громко смеяться, много шутить и развлекать зрителей в комедийных шоу, в то время как внутри все было выжжено горем и глубокой депрессией. Никто по ту сторону экрана даже не догадывался, что каждая яркая улыбка стоила ему неимоверных усилий, и какую колоссальную цену он платил за свою свободу от долгов отца. Спустя несколько лет непрерывного, изматывающего труда Итык совершил, казалось бы, невозможное. Он полностью погасил астрономический отцовский долг. Несмотря на адские условия, постоянное давление и глубочайшую травму, он не сломался. Он не просто сохранил свою карьеру и статус незаменимого лидера Super Junior, но и уберег репутацию всей группы от неминуемого краха. Сегодня Итык – это не просто успешный артист, кумир миллионов и востребованный телеведущий. Для всей Южной Кореи он стал настоящим живым символом невероятной человеческой стойкости и примером того, как можно найти выход из самой кромешной тьмы. Его история оставляет мощный и очень важный урок для каждого. Даже когда самые близкие люди наносят удар в спину, предают и оставляют после себя только руины, отчаяние и долги, у тебя всегда есть выбор. Можно опустить руки и позволить обстоятельствам окончательно уничтожить тебя, а можно стиснуть зубы, выжить вопреки всему и стать еще сильнее.